Я переехала в Стамбул 1,5 года назад, и за это время никуда из Турции не вылетала. Это для меня не свойственно вообще, потому что обычно, мне быстро надоедает, обстановка вокруг, хочется чего-то нового, хочется какого-то движения. А тут я уже 1,5 года без этого движения, и и как-то нормально, пока что не надоело. Я это объясняю тем, что Стамбул универсальный, он разный, а еще помимо того, что у него базовые настройки разные, он еще и каждый день меняется, обновляется. А, Поэтому жить в Стамбуле — это каждый день буквально просыпаться и засыпать в разных странах и городах. И в этом видео я познакомлю вас с этим уникальным городом, с моим вторым домом, покажу какие-то свои любимые места и просто проведу с вами один день жизни. Время 8:30 утра, я в Espresso Lab, уже допила свой кофе, сейчас доем булку, и мы поедем с вами на мою любимую станцию метро. Потом пойдем в Джихангир, я покажу вам один магазин, и, наверное, все. Какой-то такой план. Булка. Вот мы приехали на одну очень особенную для меня станцию метро. Это метро Халич. Особенная она потому, что в 2017 году, когда мы впервые с мамой попали в Стамбул, это была единственная станция, которую мы знали, и мы практически каждый день от нашего отеля несколько километров ходили сюда, любовались видом на Стамбул, и теперь каждый раз, когда я вспоминаю Стамбул, вот в этом ряде картинок, которые появляются в голове, Халич занимает особое место. Ну и в целом просто посмотрите на этот вид. Как можно такое не любить? Помимо того, что Халич особое место для меня, здесь еще есть вот этот прекрасный парк, в котором собираются позавтракать семьи. Вот сзади меня сидит, завтракает семья как раз. И в такой атмосфере мне хотелось бы поговорить с вами о турецкой кухне. Потому что у меня с турецкой кухней отношения были сложные. Она, знаете, как друг, о котором у вас сложилось очень неправильное первое впечатление, но позже, раскрыв человека, вы поняли, что это на 100% ваш человек, что это практически ваш брат. Здесь нужно оговориться, потому что все люди, которые, как я сейчас, поют оды турецкой кухне, не учитывают того факта, что турецкая кухня не всем подходит. То есть если вы не любите яркие вкусы, если вы не любите острые специи, если вы не едите сахар, если вы не едите мясо, если у вас есть какие-то ограничения по питанию, непереносимости, то вам, конечно, будет сложно найти что-то для себя в турецкой кухне, но если вы, как я, без каких-то особых пристрастий, воспитывались на европейской кухне, но в целом готовы к экспериментам, готовы пробовать что-то новое, вам турецкая кухня понравится. И я могу порекомендовать несколько блюд, которые нравятся мне. Безусловно, это завтрак. Завтрак — это, мне кажется, нет ни одного человека, которому не подойдет турецкий завтрак, потому что он очень сбалансирован. Там есть и
овощи, и белок, и полезные жиры. Там много сыров, хлеб, естественно, потому что хлеб это вообще очень, это такой столб турецкой кухни, без которого, наверное, ни один прием пищи не обходится. Я люблю на завтрак менемен. Это турецкая шакшука. Люблю все эти замазочки, которые приносят вместе с завтраком. Конечно, самое мое любимое — это мухаммара. Но, в принципе, все остальные, там, баклажаны, томаты, вот эти вот остренькие, похожие на аджику, тоже восхитительные. Поэтому они определенно в моем топе самых лучших блюд турецкой кухни. Что еще я могу посоветовать? Мерджимечный суп, он же чечевичный суп, он же мерджимек чорба. Это вообще уникальное блюдо, потому что, попробовав его, я была скептично настроена, как и ко всем блюдам турецкой кухни, которые я пробовала. Но, попробовав его, я открыла для себя дверь в мир супов, потому что, в принципе, в России я супы не ела. А здесь вот я полюбила после мерджимечного супа. Ингинары, артишоки. Что еще есть? Сыры, безусловно, сыры. Просто эйзене с помидоркой. Сырдиль, мой любимый. Потому что я люблю такие безвкусные сыры, без особого ярко выраженного вкуса. Еще, конечно, безусловно, стоит упомянуть салат. Мой любимый салат с тон-балыком. Я не уверена, что это турецкая кухня, но поскольку этот салат есть во всех кафешках, можно сказать, что это турецкая кухня. Готовят же в Турции, поэтому турецкая. Ну и, конечно, хлеб. Хлеб здесь в миллион раз вкуснее, чем в России. Но это не относится ко всему тесту, только к самому хлебу в прямом значении слова хлеб. Тесто для меня здесь, ну, такое себе. Сладкое, допустим, я до сих пор не могу воспринимать, потому что я не люблю ни тесто, ни крем, который они делают. Как-то пока что я еще... Ого. Все, что ли? Ну ладно. Простите, я как-то сглупила. Я села прямо напротив мечети и удивляюсь включившемуся азану. Я бы еще удивлялась поездам, которые там на заднем фоне проезжают периодически. В общем, я думаю, что ничего страшного, это даже атмосферы какой-то добавит видео, но тем не менее, простите, пожалуйста, за такое неожиданное включение музыки. Я говорила о еде. Да, я сейчас вспомнила одну замечательную традицию, которая у нас есть с друзьями. Мы встречаемся раз в 17 лет, когда наши графики совпадают. Ну, правда, у нас большая компания, и сложно как-то скоординировать всех, сопоставить, найти свободный день. Поэтому это достаточно редко происходит, но метко. Вот, и мы встречаемся в Джихангире, в большой компании, завтракаем. Там есть одно определенное кафе, в котором самые лучшие завтраки во всем городе. И вообще Джихангир — это очень такое место теплое. Мне оно очень нравится. Он такой, этот район такой разношерстный, такой молодежный, свежий, новый, модный. Практически Кадыкёй, но на европейской стороне. Вот, я думаю, что сейчас я в теньке еще потусуюсь чуть-чуть, и мы с вами пойдем туда.
Конечно, Джахангир — это самый, что ни на есть, богемный район. Здесь живут художники, да и в целом самые интересные люди, которых я встречала, самые яркие, самые живые. И мне кажется, что Стамбул, он вообще в этом похож на Питер, потому что это как бы культурная столица Турции. И вот эту вот творческую энергию я больше всего, сильнее всего ощущаю в Джихангире. Ну и, конечно, я люблю этот район за обилие всяких винтажных магазинов, барахолок, соседствующих с какими-то огромными антикварными магазинами, дорогущими. Вот. И пойдемте по нему погуляем. Посмотрите, какие милейшие там фигурки стоят. Я помню, у меня у репетитора по русскому стояли похожие фигурки, тоже фарфоровые, и она мне как-то за одно выполненное хорошо задание подарила фигурку. Они, конечно, у меня сейчас с ОГЭ и со всей этой экзаменационной фигней ассоциируются, но миленькие, блин. Я хочу найти себе зеркало, такое небольшое зеркало в сумку, но пока что не вижу ничего подходящего. Еще зайду в магазин с пластинками, как раз вам его покажу, и, наверное, на сегодня все. Ну, какие вы милые. В общем, вот мой любимый виниловый магазин. Сейчас нашла себе здесь пластинку Людмилы Гурченко за 175 лир. В прошлый раз купила Пугачеву здесь за 150, кажется. Да и в целом у них очень большой выбор русскоязычной музыки, цены адекватные, и есть рок, блюз, джаз, в общем, все, что я слушаю, поэтому я облюбовала это место и сейчас делюсь им с вами. Не думать, не додуматься, что встречу я тебя. Что встречу я всех вас. Я уже распаковала пластинку. Думала это сделать на камеру, но не удержалась. Хотела ее проверить побыстрее. Поэтому пусть она играет у нас на фоне. Вообще странно это в России, когда меня окружала русская речь и русская музыка, когда из любого кафе, из любого автобуса я слышала какую-то современную попсу. И вообще было создано вот это поле, эта атмосфера, располагающая к тому, чтобы слушать именно русскую музыку. Меня больше тянуло на иностранные какие-то вещи, на иностранных исполнителей. И когда у меня появилась идея купить себе проигрыватель, еще живя в России, я была уверена, что я скуплю себе весь рок, который есть, и буду слушать только вот стариков в кожаных штанах. Но переехав сюда, в город, в котором очень сложно найти русскую музыку, я как-то начала скучать по той музыке, которую недооценивала в России. И сейчас за ощущение за эти воспоминания, за ощущение твоего старого дома в твоем новом доме, я готова отдать все свои деньги. Поэтому даже если бы эти пластинки стоили в 5 раз дороже, я все равно находила бы способ их покупать. Наверное, это какой-то период адаптации, когда ты скучаешь, начинаешь ностальгировать. Какой-то, наверное, может быть, все иммигранты это проходят.
Не знаю, пройдет он или нет, но чтобы мне закрыть окончательно этот гештальт, мне нужно еще купить Магомаева, Анну Герман, «Машину времени», Маргулиса. Я, кстати, не знаю, есть ли вообще у Маргулиса винил, но, наверное, есть. Кино. И Вертинского, конечно, Вертинского. Это в первую очередь я ищу Вертинского, но здесь пока что не могу найти. Вот. Ну, как-то так. Минимум будет собран, и можно будет перейти к старикам в кожаных штанах. Там, конечно, имен побольше будет. Но, думаю, годам к 30 я их соберу, полную коллекцию, которую хочу, и стану виниловым магнатом, потому что там правда, очень много имен. Еще у меня есть мечта. Я хочу открыть здесь, в Стамбуле, виниловый магазин. Или не виниловый магазин, может быть, что-то, какое-нибудь кафе, кофейню, в которой будет стоять проигрыватель, и можно будет приобрести себе пластинки, или можно будет прийти со своей пластинкой и послушать музыку в кафе. Потому что я уверена, что здесь есть такие же сумасшедшие, как я, у которых иногда появляется идея фикс послушать Магомаева. Поэтому мне кажется, что это будет... Скорее всего, это будет очень процветающим бизнесом. Надеюсь, это осуществится в какой-то из форм. Вот. Спасибо вам, друзья, что досмотрели до конца. Какое-то такое первое видео получилось у меня на канале. Не идеальная, конечно, и сейчас мой перфекционист внутренний просто давится желчью от злости, рвет и мечет, просто заставляет меня это не выкладывать, потому что мне, конечно, не нравится очень многое в этом видео, но для первого раза, наверное, нормально. Я уверена, что весь мой предыдущий опыт съемок и даже этот небольшой опыт во время съемок этого видео мне поможет, напомнит мне о том, что мне нужно делать, чтобы было лучше. И я уверена, что дальше будет лучше. Так что сейчас, чтобы моего перфекциониста немного подопустить, я попрошу вас поддержать меня, оставить любой комментарий, критику, комплименты, в целом любые ваши мысли. Я всему буду рада, я все приму. Так что я буду очень ждать. И спасибо еще раз. До скорого. Сейчас будет старый клен. Я просто уже послушала, поэтому я знаю. Кто-то любит гармониста. Стучит в окно. Я очень люблю эту песню. Приглашаю нас с друзьями на прогулку.